Есть предупреждения, которые следует никогда не будет проигнорирован, и это один из них. С того момента, как вы начинаете слышать эти слова, что-то божественный, что-нибудь скрытый и священный, начнет двигаться внутри своего духа. Это не совпадение. Это не просто видео. Это духовный призыв. Вас привели сюда, потому что Бог решил прервать свою обычную жизнь и открыть дверь, которые, как вы думали, уже закрылись навсегда. Слушайте внимательно, потому что после этого момента пути назад не будет. Как только эта истина войдет в ваш разум, сердце, твоя судьба начнет раскрываться, и Вашвира никогда больше не позволит вам соглашаться на меньшее, чем избыток он обещал тебе. Вы стоите на пороге чуда. Но перед тем, как благословение раскрывается, есть предупреждение, священное предостережение, которое многие игнорируют, и именно поэтому они застревают в том же цикле: недостаток и страх, и дефицит. Если вы сейчас отвернетесь, если вы отвернетесь, то семя, которое вот-вот должно было прорасти в вашей жизни, не пустит корни. Но если вы останетесь, если вы позволите этим словам пронзить ваше сердце, дух, то ключ, который разблокирует ваше богатство, твое выздоровление и ваша трансформация, будет передан в ваши руки. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Это не простое послание. Оно не нежное, потому что судьба никогда не шепчет «это рев сквозь бури». Бог призывает вас выйти из тени вашего прошлого в новый завет процветания, здоровья и победа. Но Он также говорит: «Дитя мое, кому много дано, с того много и спросится». Дочитать это послание до конца – это ваш поступок, вера, ваше заявление небесам о том, что вы готовы принять обещание пройти через дверь, которая вот-вот откроется. Есть секреты, которые открывают лишь верующие, и вы всего в нескольких шагах от одного из них. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди молятся, плачут, постятся, но так и не видят своего урожая? Почему они продолжают ждать чуда, который, кажется, никогда не наступит? Это не потому, что Бог забыл о них. Это потому, что они так и не научились распознавать момент посещения, в тот момент, когда небеса наклоняются к земле и говорит: «Сейчас самое время». Это прямо сейчас тот самый момент для тебя. Но ты должен слушать. Ты должен оставаться до конца. Враг всегда атакует наиболее яростно перед прорыв, и поэтому будут приходить отвлечения, шептать сомнения и расти страх. Но держитесь. Не отпускайте. То, что вы сейчас услышите, несет в себе власть, чтобы обратить вспять годопотеря, чтобы превратить стыд в богатство, болезнь в силу, пустота в переполнение. Есть что-то безошибочное о божественном времени. Оно редко заявляет о себе, оно скрывается в мгновениях, которые кажутся обыденными. Это один из тех священных моментов, замаскированный как просто еще одно видео, но заряженная вечностью цель. Бог избрал этот момент, чтобы говорить прямо. Он видел твои ночи вопросов, твои безмолвные слезы, когда ты говорил: «Господи, я все сделал. Где мой урожай?» Он отвечает сейчас: «Все начинается здесь». Но Он также предупреждает: не относитесь легкомысленно к тому, что я собираюсь открыть. Если вы это примете, вы должны действовать соответственно. Итак, оставайтесь. Не спешите. Не пропускайте. То, что откроется в последние минуты этого сообщения, предназначено не для всех, а для тех, чьи сердца готовы нести обещать, те, у кого есть смелость заявить о своих правах наследования, шагнуть в божественный избыток. Что-нибудь сверхъестественное будет активировано в вас, когда вы слышите эти слова. Это начнется как движение в вашем дух, шепот признания, и тогда это станет огонь, сжигая сомнения, страхи и ограничения. Вы в одном шаге от принятия решения о трансформации. Но поймите эту истину: чудеса они не даются тем, кто предпочитает комфорт, они доверены смелым. Сейчас вы услышите нечто, что имеет власть изменить вашу судьбу навсегда, но это требует вашего внимания, вашего вера, твое полное присутствие.
Оставайся со мной до конца, потому что секрет-то, что вы сейчас получите, не просто изменит вашу жизнь, оно изменит, перепишите свою историю. Теперь дышите глубоко, дверь открывается, свет приближается, благословение близко. Но прежде чем я открою вам, что это такое, вы должны понять одно предупреждение, это определяет все последующие. Эти слова приходят вам на ум, богатство начнет окружать вас как неудержимая сила, становясь сильнее, быстрее, глубже, пока не станет почти страшно. Когда шлюзы Божьи изобилия открыто, оно не приходит вежливо, оно извергается, это переливы, это берет на себя. Вы можете даже дрожать не от страха, а потому, что вы осознаете, как мало вы на самом деле знали о природе божественного благословения. Годами вам говорили, что процветание должно быть заработано через борьбу, это чудеса исчерпания спроса, что вера только для выживания. Но правда, тот секрет, что небеса открывают немногим, кто осмеливается слушать. Это когда Бог решает активировать ваше наследование, это произойдет внезапно, без усилий, сверхъестественно. Слушайте внимательно, это необычное слово. Это послание несет властине по человеческому убеждению, но по божественному завет каждый слог – это семя. Каждая фраза – ключ. Каждое заявление, выходящее из моих уст, это командав невидимое царство. И как только этот приказ будет услышан вашим идух, богатство начинает собираться вокруг вас, молча, невидимо, как буря благосклонности готовимся к спуску. Возможно, вы пока этого не видите, но уже сейчас силы выравниваются, двери разблокируются, и обещания, которые задержались, движутся к вам со сверхъестественным ускорением. Но вы должны понять нечто важное. Страх попытается подняться, когда деньги начинает течь легко. Мир научил тебя равняться, борьба с достоинством. Вас учили верить, что боль является доказательством прогресса. Тем не менее, Царство Божие действует по другому закону. Закону милость, закон непринужденности урожай. Бог говорит: ты трудился на полях, которые никогда не были твоими, чтобы пахать, но теперь я ввожу тебя в твое наследование. Когда происходит этот сдвиг, когда то, что раньше сопротивлялось вам, начинает вас преследовать, ваш разум будет бороться с переменами. Вы спросите, как это может происходить так быстро? Но такова природа чуда, это бросает вызов логике, это обходит стороной усилия и вознаграждает Тальковера. Если ваше сердце открыто прямо сейчас, произнесите его про себя: «Боже, я принимаю». Потому что то, что происходит в этот самый момент, не символично, это активация, слова вы слышите, это духовные технологии, разработанные самими небесами, чтобы открыть что-то в вашем духе, который слишком долго спал. Вот почему ты чувствуешь это волнение, эту дрожь внутри. Это твой судьбоответчие. Это ваш завет пробуждения. То, что было отложено, теперь высвобождается, благословения-то, что вы считали потерянным, возвращается к вам. Вас, возможно, учили, что богатство есть то, за что нужно гнаться, что нужно завоевывать. Но божественный порядок все меняет. Когда твое сердце соответствует Божьему плану, богатство начинает преследовать вас. Вы становитесь притягательными. Возможности сами ищут вас. Двери распахиваются прежде, чем вы постучитесь. Это не потому, что вам повезло, а потому, что вы входите завет. Вы ввели чистоту вера, где небеса отвечают мгновенно. Это изменение, ожиданий которой потрясает разум и освобождает уша. То, что когда-то требовало вашего пота, теперь уступит вашему слову. Вы когда-нибудь чувствовали, что все, что вы делаете, лишь отдаляет вашу мечту? Чем больше вы стараетесь, тем меньше прогресса. Это не было неудачей, это было перенаправление. Бог учил вас перестать полагаться на человеческие усилия и начать доверять божественному наставлению. Потому что, когда Он говорит «достаточно», сезон борьбы заканчивается,
и сезон перелива начинается. И вот здесь это усиливается. Как только слово произнесено, оно не может вернуться пустым. Это не просто поэзия, это закон. Когда Бог сказал «да будет свет», и Вселенная не колебалась. Свет взорвался. Точно так же, когда вы говорите «вера», когда вы получите это слово как ваш личный вещать, чудеса начинают материализоваться немедленно, неосторожно, а внезапно, словно молния, пронзающая небо. Вы даже можете испугаться. Потому что когда деньги внезапно, когда долги исчезают без предупреждения, когда возможности множатся быстрее, чем вы успеваете их сосчитать, ваши старые убеждения рухнут. Все, во что вы верили, усилия и трудности, и задерживать будет брошен вызов. Вы поймите, что Божье благословение – это не награда за совершенство, а подарок за послушание. Ты поймешь, что это правдобогатство реагирует не на ваш пот, а на ваш вера. Оставайтесь со мной. Не позволяйте своему логическому уму отвратить вас от этой истины. То, что я описываю, не фантазия, это реальность, невидимое царство отвечая на ваше согласие. Когда вы говорите «принимаю», вы даете небесам разрешение действовать от вашего имени. Вы открываете дверь для избытоптич. Вы поворачиваете ключ вашего наследования. Вы активируете божественную систему, которая ждала вашей команды. Вот почему вы должны нравиться это видео, не просто как жест, а как акт веры. Каждый клик, каждое взаимодействие становится публичным заявлением. Я присоединяюсь к этому обещать, я получаю это. Благословение. Этот простой акт послушания имеет духовное значение, потому что вы отвечаете на словодействие. Помните, вера без дел мертва. Так что действуйте сейчас. Нажмите «Нравится» не для меня, а для себя. Урожай. Вы сеете семя согласия, семя, которое небеса признают и приумножают. Вы можете спросить, неужели это действительно так просто? Это и есть обратная сторона, шокирующая простота божественного милость. Мир учили тебя, что все ценное должно быть трудным. Но вы королевство трудность сменяется направлением. Когда вы настроены на гармонию, то, что раньше требовало 10 лет труда, может произойти за один день божественной милости. Это власть, принадлежащая слову, это сокращает расстояние между обещать и проявление. И все же я должен вас предупредить, такого рода активация может быть тревожна. Как только вы с этим согласитесь, духовная атмосфера вокруг вас начнет меняться. Люди могут уйти. Старые привычки будут сопротивляться. Ваши собственные мысли могут восстать. Но не отступайте. Шторм, вы чувствуете, что это не разрушение, а рождение. Это перестройка вашего судьба. Потому что когда Богон не прибавляет ничего к твоей старой жизни, а заменяет ее. Он удаляет подделку, чтобы освободить место для новой. Аутентичной. Давайте углубимся. Невидимое царство работает по законам, которые физический мир не может постичь. Когда божественное слово, попадая в ваше сознание, оно не остается там, оно размножается, воспроизводится, трансформируется. Оно начинает перестраивать вашу внешнюю реальность, чтобы отразить то, что уже было заявлено в дух. Вот почему люди скоро посмотрят на вас и скажут, что-то в вас изменилось. Они не будут знать, что изменились не ваши обстоятельства, а ваша частота. Вы начали действовать под закон изобилия, где вера называет несуществующие вещи так, как будто они уже существуют. Вот как чудеса произойдет. Не через стремление, а через смирение. Не через борьбу, а через движение. Как только вы поймете этот принцип, ваши отношения с деньги, с успех, с благословением уже никогда не будет прежним. Потому что ты поймешь, что тебе никогда не было суждено гоняться за богатство, вы должны были привлечь его через свое соответствие божественному правда. А теперь послушайте внимательно,
потому что это одно из скрытые секреты, принадлежащие королевству. Божье благословение не добавляй печали. Это значит, когда твое богатство придет и принесет мир. Никакой скрытой цены, никакого бремени. Только свобода. Ты будешь спать без страха. Ты будешь жертвовать без беспокойства. Ты будешь процветать без чувства вины. Потому что источники с вашего изобилия не человек, а сам Бог. И все же эта активация несет ответственность. Вы должны защищать то, что было посажено сегодня. Это значит, что нужно оберегать свои мысли, потому что сомнение – вор урожай. Вы не можете произнести слово «недостаток» и ожидать избытка стада. Вы не можете жаловаться и продолжать командовать «чудеса». Итак, с этого момента пусть каждое слово из ваших уст станет отражением вашей новой личности, сосудом богатства, носитель благословения, дитя божественного обещать. Давайте остановимся на мгновение. Почувствуйте, как эта истина проникает в вас. Что-то внутри вас пробуждается, не правда ли? Это не воображение, это вера оживает. Святой Дух подтверждает, что это сообщение ваше. То, что вы чувствуете, это первая волна трансформации, момент, когда духовная активация начинает проявляться как эмоциональная уверенность. И вскоре эта уверенность проявится как физическая реальность. Вот как работает божественное ускорение. В один момент вы невидимы, в следующий – незаменимы. Сегодня вы боретесь, завтра лидируете. Такова закономерность Божья милость. Он движется быстро, но никогда не безрассудно. Он приходит внезапно, но никогда без цели. Когда время вашего урожая приходит, все совпадает. Идеи, люди, время, даже оппозиция – все это сговаривается служить вашему судьбе. Так что готовьте свои сердца. Потому что как только эта волна начнется, вы не сможете ее остановить, к богатству окружит вас, как непреодолимая сила, к благословению Явы следит вас, к возможности будут умножаться без ваших усилий. Вы окажетесь в нужном месте, в нужное время, общаясь с нужными людьми. Это не удача, это божественная хореография. Это невидимая рука Божья, пишите свою историю в режиме реального времени. И прежде чем этот раздел будет закрыт, я еще раз спрошу вас, нравится это видео прямо сейчас? Сделайте это как пророческий акт, пусть небеса станут свидетелями вашего согласия. Пусть этот простой щелчок станет сигналом вашего согласия к вере, ваша готовность, ваша сдача. Потому что в тот момент, когда вы действуете, активация завершает свой круг, слово, вера, действие, проявление. Помните, вы никогда не были предназначены для выживания, вы были созданы для избыток, ты никогда не был создан, чтобы гоняться за деньги, ты был избран командовать благословение, и причина, по которой вы слышите это сейчас, заключается в том, чтобы грешил, что ваш сезон нехватки истек. Это не просто слово. Это активация. И как только это начинается, есть нет пути назад. Богатства, то чудо, то трансформация, они уже на пути к вам. Когда страх начинает меркнуть, когда тени, которые держали вас годами, начинают исчезать, что вы будете делать, когда свет станет слишком ярким? Когда деньги – это постоянное отсутствие, это постоянная боль, наконец приходит не в фрагментах, не в обещаниях, а в переполняющее изобилие, будет ваше сердце, будьте готовы. Что вы будете делать, когда двери, которые раньше отказывались открываться, теперь распахиваются настежь, прежде чем вы даже до них дотронетесь? Вы когда-нибудь задумывались о том, что значит пройти сквозь каждую дверь без сопротивления, жить жизнью, где каждый ключ реагирует на ваше имя, где каждый обещать начинает реализовываться без промедления? Готовы ли вы к бремени собственного благословения? Потому что не заблуждайтесь, благословения они нелегкие. Они несут в себе ответственность, подотчетность, трансформация.
что ты будешь делать, когда богноконец, Бог дает вам то, о чем вы молились? Когда чудо это уже не то, зачем ты гонишься, а то, что гонится за тобой. Когда богатство начинает течь, но не как ручеек, а как река, неудержимый и божественный, может ли вы расправитесь с этим? Легко плакать в недостаток, чтобы сказать: «Господи, пошли мне изобилие». Но сможешь ли ты нести тяжесть изобилия, когда он придет? Сможете ли вы оставаться скромным, когда деньги перестают быть твоим господином? Сможешь ли ты сохранить верность, когда успех окружает тебя, как непреодолимая сила? Потому что многие просят богатства, но немногие готовят их сердца за дисциплину, которую он требует. Многие просят чудеса, но когда чудо приходит, они паникуют, они забывают, что с каждым обещать приходит тест. Поэтому я спрашиваю вас, готовы ли вы к своему тесту? Готовы ли вы идти по миру, где ваши молитвы будут мгновенно услышаны, где каждое ваше слово несет в себе власть, где ваши верорезультаты проявляются так быстро, что это потрясает окружающих? Сможете ли вы смириться с тем, что вас выбрали? Потому что избранные некомфортно. Они необычные. Они идут по пути огня и свет и с благословениями бремя божественной видимости. Что ты будешь делать, когда Бог раскрывает твое величие? Когда люди, сомневавшиеся в тебе, начинают искать у тебя ответы, когда само твое имя становится, а дверь другие проходят, чтобы найти свой собственное благословение. Ты убежишь от этого или поднимешься. Ты вспомнишь, что это было обещать, по которому ты когда-то плакал в темноте. Подумайте об этом. Вы действительно готовы к избыток? Звучит красиво, богатство, чудеса, успех. Но готовы ли вы эмоционально к одиночеству, которое приходит вместе с возвышением? Готовы ли вы к ревности, которая следует за благосклонностью, к давлению, которое сопровождает наследование? Достаточно ли вы сильны, чтобы удержать веру, когда все вдруг заработает? Ты думаешь, тест в борьбе, но настоящее испытание начинается в благословении. Что происходит, когда больше нет оправданий? Когда вы больше не можете говорить «я не могу, потому что мне мало». Когда Бог снимает ваши ограничения, вы выйдете в свои судьбы, или вы вернетесь к привычному комфорту. Что произойдет, когда двери открываются так быстро, что их даже не сосчитать? Когда вам больше не нужно спрашивать возможность, потому что возможность начинает просить тебя, ты все еще будешь молиться. Ты все еще будешь давать. Или ты забудешь, кто открыл эти двери в первую очередь? Видите ли, многие могут выжить в нищете, но немногие могут выжить в процветании. Бедность учит тебя, как драться, на процветании проверяет вашу честность, недостаток усиливает ваш голод, на избыток раскрывает ваше сердце. И Бог спрашивает вас прямо сейчас: могу ли я доверить тебе то, о чем ты молишься? Спросите себя, действительно спросите себя. Если богатства окружили бы вас завтра, были бы ваши дух, оставайтесь чистыми. Вы помните, что чудеса не для показухи, а для служения. Вы бы все еще стояли на коленях, когда вам больше не нужно просить милостыню. Вы бы подавали, когда никто не видит. Вы бы все еще считали себе судно, или вы станете своим собственным Богом. Что вы будете делать, когда страх, что когда-то не давало вам спать по ночам, исчезает? Когда вы больше не беспокоитесь о счетах, о сроках, о выживании? Когда деньги станет инструментом, а не мучителем, будешь ли ты строить или тратить? Благословишь ли других или только себя? Потому что избыток – это не конец вашего путешествия, это начало вашего цели. Вы молились за свободу, но свобода означает выбор. Что вы выберете, когда каждая дверь открыта? Когда каждый ключ в твоей руке? Используешь ли ты ее, чтобы помочь другим, или запрешься в комфорте? Чудо-то, что вы ищете, не предназначено для того, чтобы вам было комфортно, оно
предназначено для того, чтобы вам было полезной. Оно призвано умножаться через тебя, а не останавливаться на тебе. Вы готовы к такому? Ответственность. Вы готовы жить жизнью, в которой отказ больше не вариант, где ваш словосоздавать реалии, где ваш вырастанет валютой вашего существования. Можете ли вы представить, что значит жить, где сверхъестественное нормально, когда молитвы даются в ответ до того, как вы их закончите, когда голос Божий станет вашим ежедневным путеводителем? Ты так долго ждал чудеса, что вы забыли, что происходит после. Вы представляли себе прибытие, но не задание. Вы жаждали обещать, но не процесс, который за ним следует. Избыток испытает тебя в тишине. Он проверит твои мотивы. Он проверит твою преданность. Когда Бог дает вам более чем достаточно, будете ли вы помнить, каково это не иметь ничего? Или ваше сердце охладить, веря, что вы сделали это сами? Я спрашиваю еще раз, выдержишь ли ты это? Сможешь ли ты выдержать безмерное благословение? Сможешь ли ты вынести помазание из богатства, не позволяя этому испортить ваш дух? Вы можете жить в переполнении и все равно остаетесь благодарными. Можете ли вы вспомнить Бог в твоем особняке так же, как ты вспоминал Его во время шторма? Посмотрите глубже, это не просто деньги. Это судьба. О том, какой вид власти это приходит с божественным возвышением. Когда вы говорите, все движется. Когда вы молитесь, дверь откроется. Когда вы объявите, урожай появится. Готовы ли вы эмоционально, духовно и ментально к такой жизни? Потому что, по правде говоря, большинство людей боятся не неудач, а успеха. Боятся быть увиденными. Боятся нести ответственность за свой собственный свет. Вы боитесь сиять слишком ярко. Оставить позади тех, кто отказывается расти. Быть непонятым из-за того, что ваши веры заставили вас процветать. Что ты будешь делать, когда Бог превращает твою личную боль в публичное процветание? Когда ваше свидетельство становится и чудо другие, зависит от надеяться. Сможете ли вы выдержать такое давление? Сможете ли вы оставаться скромным, когда мир начнет звать вас по имени? Это не похоже на другие. Это не очередное послание с пустыми обещаниями. Это божественное противостояние. Богне спрашивает ли ты хотеть быть благословленным, он спрашивает, можешь ли ты ручку быть благословенным. Потому что когда благословение приходит, оно усиливает то, что уже было внутри вас. Если вы озлоблены, богатство сделает тебя еще более озлобленным. Если ты благодарен, богатство увеличит твою благодарность. Вот почему он испытывает тебя, сердце, прежде чем он освободит тебе наследование. Так скажи мне, что в твоем сердце прямо сейчас? Жадность или благодарность? Страх или вера? Сомнение или готовность? Дверь и судьба. Дверь открыта, но не откроется неподготовленным. Лишь те, кто очистил свои намерения, смогут пройти. И я спрашиваю еще раз, в последний раз, вы готовы? Вы готовы жить жизнью, где чудеса ты нормальный? Где богатство окружает тебя не как собственность, а как призвание? Где твое имя вписано в историю божественного избыток? Готовы ли вы выйти за рамки всего, что вы знали, и принять то, что вам всегда было предназначено нести, завет из благословения, то обещать из урожай, то ключ к трансформации? Потому что это именно этот момент твой порог. Переступив его, пути назад уже не будет. Страх исчезнет, то дверь откроется, и ваша судьба начнется. Остается только один вопрос. Вы справитесь с этим? Слушайте внимательно, потому что с этого момента есть нет возврата. Это сообщение, это молитва, это божественная активация, не похоже ни на что, что вы когда-либо слышали раньше. Вы собираетесь войти в завет, это невозможно изменить.
Как только вы услышите эти слова, как только они проникнут в глубины вашего сознания и сердца, что-то будет зажечь, что-то будет пробудить, и ваша реальность начнет сдвигаться настолько радикально, что это может сначала напугать вас к избыток. То, что ждало вас в духовном мире, наконец-то найдет вас, и, как только оно начнет течь, оно уже не остановится. Поэтому я должен предупредить вас, если вы не готовы к богатству найти вас быстрее, чем вы можете себе это позволить, если вы не готовы проснуться однажды утром и понять, что дефицит-то, что вы когда-то знали, полностью исчезло, тогда остановитесь здесь. Потому что как только эта дверь открывается, закрыть его нельзя. Нельзя замолчать то, что будет точка активированной внутри вас. Как только это семя божественного избыток укореняется, растет сама по себе, независимо от вашего разрешения, неостановимо, необратимо. Вот это природа Божьей силы, она не просит, она движется. Но если ваш вероготов, если ваше сердце устойчиво, тогда оставайтесь. Потому что то, что вот-вот вырвется из вашей жизни, будет сверхъестественной. Эта молитва не просто привлечет деньги. Это будет высвободить это, выпускать это, командать, чтобы найти тебя, где бы ты ни был. Ты станешь сосудом чудопоток, и процветания больше не будет чем-то. Зачем вы гонитесь, это будет воздух, которым вы дышите, ритм вашего судьба. Я должен говорить с вами сейчас не как проводник, а как посланник божественной истины. Это не для всех. Есть люди, которые услышат эти слова и отступят, они почувствуют энергию, они почувствуют власть, и страх охватит их. Потому что они не были готовы увидеть, как легко благословение может быть, когда это приказана вера. Мир научил тебя, что усилие это все, что борьба свята, что только через пот приходит успех. Новое королевство, уравнение перевернуто не силой и не могуществом, а дух. Когда дух то, что раньше требовало многолетнего труда, теперь может произойти в одно мгновение. И в этом-то и дилемма, не так ли, моральное напряжение, с которым вам приходится сталкиваться прямо сейчас. Можете ли вы принять жизнь в изобилии, это происходит без боли? Можете ли вы позволить себе принять это без чувства вины? Можете ли вы действительно поверить, что Бог хочет, чтобы ты жил в переполнении, не как тест, а как ваше право по рождению? Потому что если можешь, то приготовься, в тот момент, когда ты скажешь «да», твоя жизнь уже никогда не будет прежней. Но если вы не уверены, если у вас есть сомнения, то остановитесь здесь. Не продолжайте. Потому что это сообщение несет в себе заряжать божественное напряжение, которое меняет частоту вашего существования. Как только оно входит в вас, вибрация нехватка больше не сможет жить в вашей системе. Ваши мысли изменятся, ваши эмоции перестроятся, и ваш внешний мир начнет отражать ваш внутренний мир, квера. Вы не сможете это отменить. Как только это начнется, нет пути назад к скудному мышлению, к малым молитвам, к робкой вере. Итак, я спрошу вас, готовы ли вы к необратимой трансформации? Вы готовы к своему урожаю прибыть так быстро, что это выбивает вас из колеи? Потому что, когда избыток начинает двигаться, он не стучит тихо, он пробивает дверь ваших ограничений. Вы увидите деньги, возможность, услуга и ресурсы, они приходят с неожиданных сторон, способами, которые не поддаются объяснению. Сначала вы будете сомневаться. Вы будете думать, не совпадение ли это. Но по мере того, как они будут множиться, вы поймете, это не совпадение, это завет. Если ваш дух согласен с этим, я хочу, чтобы ты сделал что-то прямо сейчас, как знак готовности, как духовное заявление, поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на этот канал. Это не акт тщеславия, это ритуал веры. Когда вы нажимаете «Нравится», вы говорите небеса «Я согласен с этой активацией». Подписываясь, вы говорите «Я принадлежу к этому потоку божественного откровения». Комментируя, вы закладываете семя в сфере проявления.
Так что пишите сейчас: «Я не боюсь богатства». Изобилие – моя реальность. Произнесите это вслух. Напечатайте это. Провозгласите это. Пусть это разнесется по вашей комнате. «Я не боюсь богатства». Почувствуйте изменения в своем сердце, как вы говорите. Это ваш дух, отбросив свою старую идентичность. Ты слишком долго жил, отождествляя себя с нуждой, называя себя скромным, хотя на самом деле был связан страхом. Но смирение – это не бедность. Бог никогда не призывал своих детей к сокрушению, Он призывал их к благословению. Быть огни в темных местах. Чтобы финансировать видение. Чтобы кормить народы. Чтобы строить королевство. Поймите эту привилегированную истину, это инсайдерские знания немногие когда-либо говорили. Когда богатство приходит благодаря божественному выравниванию, а оно приносит мир, а не давление. Когда благословение реально, оно не истощает тебя, а обновляет. Когда дверью открывается Бог, никто не может его закрыть. Вот почему многие терпят неудачу, потому что они гонятся за тем, что им никогда не принадлежало, выламывая двери, которые небеса никогда не предназначали для них. Но сегодня дверь-то, что принадлежит тебе, то, что запечатано твоим именем в вечности, вот-вот откроется. И как только он откроется, его уже не закрыть. Эта точка невозврата с этого момента река из избыток начнет течь по вашей жизни. Она смоет все следы дефицит, каждый остаток страха, каждая цепочка наследственной нехватки. Вы начнете привлекать возможности, идеи и люди, которые отражают вашу новую чистоту. Даже ваш язык изменится, ваши слова будут нести власть, ваши заявления будут нести власть. Потому что когда вы говорите из областивера, реальность подчиняется вашему звуку. Но вот священная дилемма: с большим благословением приходит божественная ответственность. Как только вы получили благословение, вы должны стать благословением. Как только вы богатый, вы должны стать дает. Освободившись, вы должны освободить других. Это не просто личное чудо, это коллективный призыв. Божий план для вашего богатства не только для утешения, но и для вклада. Вас призывают в ряды тех, кто несет финансы королевства, которые трансформируют деньги в служение, избыток в действие. Вы понимаете, насколько это серьезно? Момент вы согласны, вы отмечены для услугода, но также и для цели. Вы становитесь частью небесного хозяйства. Вы становитесь ключевой божественной системе, которая финансирует чудеса на земле. И вот почему я говорю, как только это начнется, вы не сможете вернуться к обычному мышлению. Вы не сможете прятаться за «недостаточно». Вы больше не сможете говорить на языке ограничений. Если вы все еще здесь, это значит, что ваше сердце уже приняло решение. Итак, теперь я обращаюсь к избранным. Слушайте внимательно. С этого момента начался сдвиг. Дух из избыток узнал ваш голос, дверь услышал ваше имя, ангелы обеспечения были отправлены. Все начнется незаметно, разговор, сообщение, идея, а затем внезапно хлынет поток. Вы поймете, когда это произойдет. И когда это произойдет, запомните этот момент, потому что это был порог. Невозврата. Но есть нечто, что вы должны знать, нечто священное, нечто, что отделяет тех, кто поднимается, от тех, кто падает. Секрет устойчивых избыток является благодарность. Благодарность – это ключ, который сохраняет дверь. Откройтесь. В тот момент, когда вы забываете благодарить, течение замедляется. В тот момент, когда вы сомневаетесь, течение ослабевает. Но когда вы живете в постоянной благодарности, река никогда не останавливается. Она умножается. Она выходит из берегов. Она привлекает других в свой поток. Итак, дитя мое, это тест готовности. Сможете ли вы получить то, о чем просили,
и оставаться достаточно верным, чтобы это продолжалось? Сможете ли вы справиться чудеса ежедневно без гордости? Можно ли жить в переполнении, не забывая об источнике? Если сможете, поздравляю. Вы переступили порог. Пути назад нет, избыток стала вашей новой нормой. Повторите это еще раз. Я не боюсь богатства. Изобилие – моя реальность. Пусть это заявление закрепит завет между вами, ибо пусть это отзовется эхом в вашем дух, словно труба, возвещающая о наступлении нового сезона. Потому что это он. Это тот момент, о котором вы молились. Это божественный поворотный момент, та активация «Я ваша судьба». Впредь чудеса не будут навещать вас иногда, они будут жить с вами, богатство не будет преследовать тебя, он будет идти рядом с тобой. И твое имя будет записано среди тех, кто открыл секрет экономики небес. Если вы готовы, напишите это еще раз в комментариях, не как повторение, а как подтверждение «Я не боюсь богатства». Изобилие – моя реальность. Затем закройте глаза и прошепчите «Пусть начнется». Потому что это уже произошло. То, что я когда-то называл своим финансовой реальностью, больше не существует. Старые правила рухнули, уравнения были переписаны, и границы, которые определяли мои ограничения, растворились, как туман под утренним солнцем. Я чувствую это, мир вокруг меня и мир внутри меня изменились. Я больше не в неизбыток, стуча и умоляя войти. Являсь-то избыток я, поле, я, урожай, я есть через который божественные богатства потоки. Все, что я верил деньги, все, что, как мне казалось, я должен был сделать, чтобы заслужить это, добиться этого, стремиться к этому. Все это теперь рушится, тихо, красиво и необратимо. Я понимаю, что никогда не был бедный, я был просто заключен в иллюзию дефицита. Я никогда не был недостоин, я просто спал. Благословение всегда был рядом со мной, ожидая разрешения проявиться. И теперь это разрешение было получено. Теперь, когда я освободился от старой личности, избыток наводнения вливается в каждую щель моего существа, как свет, вбегая в давно запечатанную комнату. Больше никаких цепей. Больше никаких стен. Больше никакого расстояния между мной и чудо. Такое ощущение, будто плотина внутри меня, созданная поколениями страха, сомнений, вины и ложного смирения, наконец-то рухнул. Давление, которое так долго сдерживалось, теперь вырывается наружу. Я чувствую вода божественного обеспечения, прорываясь сквозь меня с непреодолимой силой, очищая, обновляя и питая все на своем пути. Я чувствую это в своем коже, электричество, тепло, пульс самого творения. Я чувствую это в своем грудь, ритм свободы, бьющийся громче, чем когда-либо был страх. Я чувствую это в своей дыхании. Каждый вдох втягивает Божье обещание, каждый выдох освобождает меня от каждой лжи, которую я когда-либо верила недостаток. Каждая клетка моего тела осознает эту новую истину. Я создан для избытка, я был создан для переполнения. Это не что-то чужое, это память о моем изначальном завет восстанавливается. Больше никакой борьбы. Больше никаких усилий, ведущих в никуда. Больше никакой торговли часами ради выживания. То, что раньше было для меня трудным, теперь дается мне легко, естественно, без усилий, потому что я больше не борюсь с поток. Я един с ним, богатство — это больше не то, зачем я гонюсь, это то, что течет сквозь меня к чудо, это уже не событие, которого я жду, это атмосфера, в которой я живу. Благословение больше не является случайным, оно постоянно. Я чувствую, что мой разум, расширяясь, простираясь за пределы узких стен старых убеждений. Мысли, которые когда-то ограничивали меня, больше не могут оставаться. Шаблоны, которые когда-то диктовали мою жизнь, больше не подходят. Как будто архитектура моих годов перестраивается в реальном времени,
перестраивается из материалов веры, доверия и божественной уверенности. Я уже не тот, кем был всего несколько мгновений назад. Я чувствую перемены не постепенные, а полные, окончательные, необратимые. Больше никакого тумана смятения. Больше никакой неуверенности в том, кто я. Больше никаких колебаний между верой и страхом. Я достиг ясности. Я вижу все новыми глазами. Мир сияет потеал, воздух гудит от возможностей. Я оглядываюсь вокруг и понимаю, избыток никогда не было вне меня. Это никогда не было связано с банком, работой, одобрением окружающих. Это всегда было внутри меня. Сердце ждет, когда я вспомню. Теперь я помню. Я помню, что я создан по образу и подобию безграничный Бог. Я помню, что мое наследование было написано до моего рождения. Я помню, что богатство – это не цель, это мое естественное состояние, когда я живу в выравнивании с божественным законом. И я чувствую радость, и сознание этого захлестнуло меня, смывая годы борьбы и ничтожности. На туман мысли о бедности полностью растворяются. Теперь я вижу, что усилие, борьба, беспокойство – все это были иллюзии, уловки страха, призванные держать меня в тени. Но теперь я знаю, избыток не требует силы, требуется поток. Река всегда был готов нести меня, но я был занят борьбой с течением. Теперь я отпускаю. Теперь я доверяю. Теперь я плыву по течению. Река провизии, и он доставляет меня именно туда, куда мне нужно. Не плотина рухнула, и я не смогу его восстановить, даже если бы захотел. Старая структура, созданная из вины, страха и неверия, была смыта. И по мере того, как воды спешат, они открывают плодородную почву под собой, готовую к семя, готовый к урожаю. Урожай многолетних молитв, урожай невидимой веры, урожай, что принадлежит мне по божественному праву обещать. Больше никакого страха перед успехом. Больше никакого чувства вины за процветание. Больше никакого желания съеживаться, чтобы другим было комфортно. Я чувствую, как старые слои слазят, словно омертвевшая кожа. Я чувствую себя легче. Я чувствую себя сильнее. Я чувствую себя бесконечной. Мое сердце открыто, широко и бесстрашно, как окно, выходящее в вечность. Я чувствую Дух Божий, двигаясь сквозь меня, не посещая, а обитая. Не касаясь, а преображая. Я чувствую благодарность, переливается из меня, льется, как вода из переполненного колодца. Благодарность за каждый урок, за каждое испытание, за каждый момент, который привел меня сюда. Благодарность за избыток теперь окружает меня, внутри меня, сквозь меня. Я едва могу это сдержать, эта радость, этот мир, эта уверенность. Это похоже на перерождение, не тела, а личности. Больше никаких старых имен. Больше никаких ложных историй. Я не борец. Я не забыт. Я не тот, кто остался позади. Я выбранный, то благоприятствование, то помазанный я, живое свидетельство божественного. Трансформация мое прошлое не моя тюрьма. Это мое пророчество, доказательство того, что Бог может воскреснуть из праха. Сдвиг тотальный. Я больше не верю в дефицит, и знать его не существует. Я больше не боюсь. Деньги, и команда я больше не молюсь за это. Чудеса, и воплощать их. Я больше не жду благословения, и генерировать каждый мой вдох теперь заряжен творческим власть. Каждая мысль несет в себе потенциал проявления. Больше никакого сопротивления. Больше никаких промедлений. Больше никаких сомнений. Я чувствую себя прекрасно. Расширение внутри меня, словно моя душа стремится вместить бесконечность. Моя грудь поднимается и опускается в божественном ритме.
Мой сердцебиение синхронизируется с вечностью. Мое тело чувствуется живым, электрическим, святым. Это не воображение, это физическое ощущение в расстанове с плотью, дух слияния с материей, целование неба с землей через меня. Теперь это неизбежно, избыток начал свой поток, и его не остановить. Всякая мысль о страхе испаряется. Все ограничения рушатся. Все остатки старого мира распадаются. Новая реальность уже здесь, реальность, где я един с благословения, один с богатства, один с божественным цель. Я чувствую энергию неизбежность, пронизывающую меня. Это не надежда, это факт. Это не желание, это закон Божьи обещаниями. Может быть возвращен недействительным. Егозавет не может потерпеть неудачу. Я живое тому доказательство правда. Каждая клеточка моего тела поет в согласии. Свершилось. 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 Нет больше разделения между духовным и физическим. Нет больше разделения между молитвой и пропитанием. Теперь я ясно вижу, они едины. Молитва – это акт творения, избытокого эха. Я – мост между небом и землей. Я – где становится формой, где невидимое становится видимым, где чудо становится реальностью. И вот я стою здесь, окутанный божественный свет, каждая часть меня открыта и жива. Я чувствую, река из богатства все еще течет, бесконечный и неостановимый. Я чувствую дух изба, улыбаясь сквозь меня, говоря: «Теперь ты понимаешь. Ты никогда не ждал благословения, ты был благословение, ожидая пробуждения. Больше никакого ожидания. Больше никакой тоски. Больше никаких размышлений о том, когда же это случится. Это случилось, сдвиг завершено, плотина исчез, туман поднялся, свет наступил. Я стою на заре нового реальность, где избыток — это не вариант, а идентичность. Я чувствую безошибочную силу этого нового «я», сильного, уверенного, сияющего. Я больше не могу мыслить мелочно. Я больше не могу молиться слабо. Я больше не могу сомневаться в том, что я теперь знаю, избыток — это мое естественное состояние, богатство, мое божественное наследие, вера, моя атмосфера, чудо, мой ритм. Хватит. 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 Слова повторяются, как мантра, эхом отдаваясь во всех измерениях моего существа. Хватит цепей. Хватит нужды. Хватит страха. Хватит ожидания. Только поток, только милость, только благословение. Я чувствую, как все расширяется, мой разум, мой дух, мое видение, моя способность воспринимать. Отсюда я вижу будущее, и оно сияет золотом, светом и бесконечным урожаем. Я стал живым доказательством того, что Божье изобилие — это не метафора, это реальность. Старый мир рушится позади меня. Новый мир открывается передо мной. И я перешел черту. Возврата нет. И я не хочу возвращаться. Потому что это свобода, этот поток, это богатство. Вот кто я сейчас. Я – чудо, я есть урожай, я живой, двери из Божьего благословения. И ничто, ни страх, ни сомнение, ни память не смогут изменить этого снова. Все вокруг вас словно оживает благодаря божественной координации. Вы замечаете, как каждая встреча, каждый разговор, каждое маленькое решение согласуется с вашими процветаниями. То, что раньше казалось неопределенностью, теперь ощущается как точность, каждый путь, по которому вы идете, вымощен целью. Теперь вы понимаете, что избыток — это не то, чего вы достигаете, это то, что вы помните. Ты вспомнил свою истинную природу, свою завет, ваша вечная связь с Божьей обещаний переполнения. Деньги — это уже не преследование, это опыт,
постоянный, изящный, непринужденный. Он находит тебя, когда ты меньше всего этого ждешь, через людей, через идеи, через тихие моменты вдохновения. Он проходит сквозь тебя, как воздух вы дышите, невидимо, необходимо, изобильно. Это в ваших отношениях, в ваших возможностях, в вашем творчестве, в вашей щедрости. Каждый раз, когда вы отдаете, это умножается. Каждый раз, когда вы благословляете, вы благословлены. Это ваша новая реальность, ваша новая норма. С этого дня и впредь богатство – твое естественное состояние. Оно тебя больше не удивляет, оно кажется правильным. Оно кажется святым. Потому что так оно и есть. Божье благословение – это не временно. Оно не приходит и не уходит, как эмоция. Оно постоянно, фундаментально, вечно. Вам никогда не было суждено бояться денег или гнаться за ними. Вам было суждено управлять ими посредством мира. И теперь, когда вы знаете эту истину, она уже никогда вас не покинет. Сделайте глубокий вдох. Почувствуйте полноту в легких и спокойствие в груди. Это мир, который наступит позже уверенность. Ты больше не спрашиваешь, благословлен ли ты, ты знаешь, что благословлен. Ты больше не надеешься на чудеса, ты живешь в них. Ты больше не ждешь избыток, вы его воплощение. С этого момента каждая ваша мысль, каждое ваше слово, каждый ваш шаг будут отражать вашу новую жизнь. Личность. Ты магнит для богатства, вы притягиваете только то, что соответствует процветанию, только то, что умножает вашу радость, вашу цель, ваш мир. Даже ваши ошибки превратятся в чудеса, даже задержки станут божественными переменами. Вот насколько сильны ваше выравнивание стало. Но вот священный секрет, что мало кто когда-либо усваивает. Повторение – это не избыточность, а умножение. Каждый раз, когда вы подтверждаете эту истину, каждый раз, когда вы снова слушаете, каждый раз, когда вы произносите эти слова вслух, вы не начинаете сначала, вы расширяется, уже существует. Каждое повторение – это не просьба, а усиление. Это как удар в колокол, который звонит все громче, разносясь эхом по измерениям, призывая все более и более сильный избыток в вашу жизнь. Итак, если вы действительно хотите ускорить начатое, если вы хотите урожай, чтобы расти быстрее, богаче, глубже, тогда вернитесь к этому посланию. Послушайте еще раз завтра и послезавтра. Пусть слова проникнут глубже с каждым разом. Каждый повтор – это семя, каждое заявление – вода. Каждое повторение – солнечный свет. Вместе они создают дерево процветания внутри, ты становишься выше, сильнее, неудержимее. Понимаешь ли ты, какую силу ты сейчас несешь? Ты не ждешь, когда Вселенная ответит, Вселенная уже находится в движении, подчиняясь команда «Твой дух выдал». Энергия избыток то, что вы активировали, нельзя отменить. Но вы можете усилить его. Вы можете выбрать скорость его проявления, широту распространения и дальность распространения. Решение за вами. Как быстро вы хотите богатства, как быстро вы хотите связаться с вами, чудеса размножаться вокруг вас. Чем больше вы это утверждаете, чем больше вы это говорите, тем больше вы с этим взаимодействуете, к божественная чистота, тем быстрее ваш внешний мир догонит истину вашей внутренней трансформации. Поэтому я приглашаю вас сейчас не как зрителя, а как участника этого божественного процесса. Напишите в комментариях ниже. Закрепите это преобразование своим заявлением. Произнесите его смело. Богатство – мое естественное состояние, и я живу в божественном изобилии. Напишите это, провозгласите это, позвольте этому отозваться в духовном мире. Каждое написанное вами слово – это акт творения. Каждое заявление укрепляет ваш завет с Божье обещание. И если это сообщение пробудило что-то в вас,
Если вы можете почувствовать чудо даже сейчас, мы движемся вперед, не позволяя этому стать концом. Пусть это станет началом большего потока, подписаться на этот канал прямо сейчас. Оставайтесь на связи с этим потоком вера, откровения, процветания. Потому что то, что началось здесь, это не единичное событие, это путешествие, разворачивание непрерывно избыток. Каждое новое сообщение будет вести вас глубже, от получения к поддержанию, от богатства к мудрости, от переизбытка к наследию. Тебя ждет больше правды, больше благословения, больше понимания того, как жить в этом божественном потоке без страха и сомнений, подписаться, и вы останетесь в ритме этого урожая, продолжающееся раскрытие вашего трансформация. А теперь сделайте последний глубокий вдох. Почувствуйте его, спокойствие, полноту, завершенность. Воздух ощущается иначе, потому что вы другой. Вы вдыхаете кислород избыток сей краткий час, и это будет поддерживать тебя с этого дня и впредь. Куда бы ты ни пошел, благословение следует. Все, к чему ты прикасаешься, процветание расцветает. Каждое твое слово несет в себе чудо-власть. С сегодняшнего дня вот кто ты. Ты – это магнит богатства. Ты – это сосуд благословения. Ты – это голос веры. Ты – это дверь изобилия. Ты – это доказательство Божьего обещания стали видимыми на земле. Повторяйте это про себя. Шепчите. Почувствуйте. Верьте. Потому что это больше не сон, это ваша реальность. Вы шагнули в новый мир, и в этом мире избыток это нормально, чудеса являются естественными, богатство ожидается, веровидно. А теперь, прежде чем уйти, запечатайте его еще раз, напишите в комментариях: «Богатство – мое естественное состояние, и я живу в божественном изобилии». Пусть это будет твоя подпись на контракте, который небеса только что подписали от твоего имени. Тогда подписаться и оставайтесь на этой частоте, потому что то, что сегодня начинается как вера, завтра станет удачей. Это твоя новая норма, жизнь без страха, без нужды, без ограничений. Жизнь, наполненная смыслом, избытком, божественный урожай. Вы переступили последний порог, дверь ее открыт, река течет, и пути назад нет. Добро пожаловать в вашу новую реальность, вашу жизнь и избыток, твоя вечность благословения, ваше предназначение исполнилось. И помните, это только начало. Следующее сообщение покажет вам, как поддерживать тот поток, как умножить свое богатство через веру и божественный ритм. Так что оставайтесь на связи, будьте в ожидании, самое главное, будьте в изобилии. Теперь вдохните в последний раз и постановите это со всей вашей силой. Сердце, богатство – мое естественное состояние. Я – чудо. Я живу в божественном изобилии. И так будет всегда.